Тот день ничем не отличался от других. Водитель по имени Сергей отправился в очередной рейс. На улице была неприятная сырая погода, шел мелкий дождик. Когда Сергей оказался на трассе за городом, он увидел какое-то странное пятно прямо в центре дороги. Мужчина резко нажал на тормоз, и грузовик остановился. Когда Сергей вышел из авто, он увидел грустную картину. На дороге лежал пес, который попал под колеса автомобиля. Его сбил какой-то человек и просто уехал, оставив умирать животное. Сергей был не таким человеком, он решил, что должен оказать помощь умирающему псу. Водитель взял бедную собаку на руки и отнес подальше от дороги. Затем он начал звонить в различные службы защиты животных, умоляя спасти пса, ведь счет шел буквально на секунды, а Сергею нужно было ехать по работе. Однако его попытки не увенчались успехом. Никто не мог помочь псу, а возможно, просто не было желания. Сергей отыскал мой номер телефона, позвонил и описал сложившуюся ситуацию. Тот день был просто сумасшедшим, наши сотрудницы только уехали из Москвы, куда отвозили животных. Рекса было некому забрать, но и в беде мы его оставить не могли. Первое, что я сделал, позвонил ветеринару и сказал, что скоро доставят собаку в крайне тяжелом состоянии. Затем я занялся поиском транспорта для того, чтобы забрать Рекса. Я обзвонил всех знакомых, но как назло они были заняты. Сергей не бросил Рекса, несмотря на то, что ему срочно нужно было ехать. Он остался рядом с псом и пытался успокоить его, поддержать, чтобы животное нашло в себе силы жить и бороться. Собака будто понимала слова Сергея, с терпением принимая свою боль. Сергей понял, что уже опоздал на работу и ехать нет смысла. Он позвонил мне и предложил доставить Рекса. Я был восхищен этим человеком. Мне никогда не доводилось встречать таких благородных людей. Сергей приехал к нам вместе со своей супругой Кристиной. Она тоже была обеспокоена судьбой Рекса. Специалисты очень нас огорчили тем, что Рекса, вероятно, не получится спасти. Да, нужно было срочно делать операцию, но даже если она пройдет успешно, не факт, что пес выживет. У нас опять возникли трудности. Мы не могли найти ни одного специалиста, который умел делать такие сложные операции. Мы начали отчаиваться, ведь счет жизни пса шел на минуты. Однако в скором времени в Курск приехали наши сотрудницы и сразу отправились в Леопольд. Нам удалось найти хирурга, который согласился провести операцию. Однако, когда я услышал его фамилию, то даже не знал, стоит ли соглашаться, так как имел с ним негативный опыт сотрудничества. Передо мной был сложный выбор: оставить умирающего пса ждать до утра или доверить его жизнь человеку, которого я считал некомпетентным. Поскольку не было времени ждать, я выбрал второй вариант. К счастью, врач осуществил операцию успешно. После операции собаку перевели в стационар. К нему приходили наши сотрудницы и Сергей со своей супругой. Они искренне переживали за Рекса, хотя у них хватало своих забот, ведь в их доме проживает 6 собачек-найденышей. Я оплатил все расходы на лечение пса. Сейчас он может двигаться и самостоятельно кушать, пес быстрыми темпами идет на поправку. Рекс оказался очень веселой, игривой и доброй собакой. Он очаровал всех вокруг.